Но вы очень хорошо по-русски говорите. Спасибо Очень большое. хорошо. Я живу в России уже 10 лет, понятно. поэтому да, мой русский язык очень хороший, это правда. Да, мне все об этом говорят. Спасибо. Так какая у вас проблема? Я вас слушаю. Да, у меня есть проблема, только маленький. Мой карт не работает, к сожалению. Я пишу номер, хороший номер, все должно быть хорошо, но карта не работает. Можем что-нибудь? Не переживайте, разберемся. Разберемся. Отлично. Только Отлично. карта, Спасибо. да, и проблема. А так вы в остальном вы вообще молодец. Очень хороший русский язык. Мой русский язык, он идеален. Всем привет! Меня зовут Мария, и вы на моем канале Sound Like a Russian. Очень часто иностранцы, изучающие русский язык, произносят русские слова женского рода на «а», так, как будто бы эти слова мужского рода. Большая часть из этих слов, конечно же, заимствования, то есть слова, которые присутствуют во всех языках и, например, в английском. Студент думает, я слышал это слово, я его знаю, я его точно слышал и по-русски тоже, но когда использует это слово, делает ошибку, произносит его без «а» в конце. Я собрала несколько слов, в которых мои студенты чаще всего и ошибаются. Часть из этих слов заимствования, интернациональные слова, некоторые слова не интернациональные, но все равно даже там я встречаю очень часто ошибку. Предлагаю вам посмотреть таки на эти слова и, наконец, запомнить, какие слова в русском языке заканчиваются на «а», и они женского рода, а не мужского. Чтобы было немножко удобнее запомнить эти слова, я разделила их на 3 большие группы. И первая группа, первая большая группа – это политика. И, кстати, это первое слово, в котором очень часто делают ошибку. Говорят политик. А политик – это человек. Политика – это сфера. Карта тоже относим к сфере политики. Это географическая карта, например. Карта женского рода. Система. Уверена, что вы делали ошибку в этом слове хотя бы раз в жизни. Система. Она. Система. Проблема. Это слово тоже женского рода. Почему я это так подчеркиваю? Потому что знать это значит не делать ошибку в падежах и правильно использовать окончания. Если проблема женского рода, проблема она, значит проблема серьезная, большая, решаемая или нерешаемая, а не серьезный проблем. Следующее слово, которое я тоже отнесла в тему политики. Альтернатива. 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 Катастрофа. Женский род. Атака. Газета. Тоже в сферу политики, потому что в газете пишут новости. Следующая группа слов – это культура и путешествия. То есть все эти слова каким-то образом связаны с темой культуры и путешествий. Посмотрите. Маска. Это то, что мы теперь всегда должны брать с собой в путешествие. Анкета. Мы заполняем много анкет, когда едем куда-то. Виза. Даже не нужно объяснять. Европа. Классика, архитектура. То есть мы подготовились к путешествию, взяли маску, заполнили анкеты, получили визу,
поехали в Европу и увидели там классику архитектуры. Но в любом путешествии что-то может случиться. И если что-то случилось, мы пойдем в клинику, клиника, или просто зайдем в аптеку, аптека. Третью и последнюю группу слов я отнесла бы к теме работа и школа. Слова работа, школа, бумага не интернациональные слова, но и в них тоже студенты часто допускают ошибки. Давайте обратим на них внимание. Итак, работа, школа, бумага, форма в значении одежда, которую надевают в школу, одинаковая одежда, форма, техника, компьютер, принтер, сканер и так далее, это все техника. Коллега, это уже больше в тему работы. Тема, тема урока, тема разговора с коллегами. Программа, программа курса, например. Грамматика, ваша любимая. Литература. Ну и, конечно же, слово группа. Мне кажется, это лидер по количеству ошибок среди студентов, которые изучают русский язык. Группа в русском языке женского рода. Группа, она. Большая группа, активная группа, туристическая группа и так далее. Итак, не забывайте, что все эти слова в русском языке женского рода, и они заканчиваются на «а». Это значит, что в винительном падеже, в аккузативе, в четвертом падеже будет окончание «у». Я ищу коллегу, я не знаю тему урока, я очень люблю мою группу. А прилагательные, которые вы используете с этими словами, будут иметь окончание женского рода тоже. Большая группа, интересная тема, сложная грамматика, красивая архитектура, старая карта и так далее. На сегодня это все. Друзья, спасибо за внимание. Знаете, что делать. И увидимся с вами в следующих видео. Пока-пока.